Урок 1. Вечеринка с пиццей. Привет, Анна. Ты хочешь сегодня съесть пиццу? Готов поспорить. Я определенно мог бы съесть пару вкусных кусочков. Джон. Отлично. Я подумала, что мы могли бы сделать заказ в этом новом месте в центре города. Какую начинку вы чувствуете? Мне хочется чего-нибудь заряженного. Как насчет пепперони, грибов и дополнительного сыра? Звучит потрясающе. Как вы думаете, мы могли бы добавить немного халапеньо, чтобы немного подкрепиться? Определенно. Обожаю пиццу с небольшим количеством специй. Есть ли другие особые пожелания, которые вы имели в виду? Ну, раз уж мы делаем все возможное, как насчет пиццы с фаршированной корочкой? М. Это выводит игру на новый уровень. Я проголодался от одной мысли об этом. То же самое и здесь. Хорошо, давайте оформим заказ. Не могу дождаться, когда смогу покопаться. Урок 2. Придумывание хитрых шуток. Привет, Анна. Вы заметили, что многие популярные шутки в наши дни могут быть немного грубыми? Вы правы. Я это точно заметил. Некоторые из них могут быть довольно сомнительными. Да, похоже, что чем шокирует или оскорбительнее шутка, тем больше людей считают ее забавной. Знаю, это немного разочаровывает. Я скучаю по дням чистого и полезного юмора. Полностью. Так много возможностей для умных и остроумных шуток, не прибегая к грубым материалам. Совершенно верно. Бьюсь об заклад, если мы соберемся воедино, то сможем придумать действительно классные шутки для всей семьи. Эй, это отличная идея. Посмотрим, что мы можем придумать. Хорошо, дай мне подумать. Как насчет этого? Почему велосипед не может стоять сам по себе? Он устал вдвоем. Ха-ха, это здорово. Хорошо, позвольте мне попробовать. Как вы называете медведя без зубов? Мармеладный мишка. Мне нравится. У меня есть еще один вопрос. Почему 6 боялись 7? Потому что 7, 8, 9. Отлично, это классика. Хорошо, моя очередь. Как вы называете поддельную лапшу? Импаста. Ха-ха, хороший каламбур. Мне это очень нравится. У нас отличная комедийная команда. Конечно, думаю, мы что-то задумали. Нам следует продолжить эту шутку. Урок 3. Кулинарное сотрудничество. Хорошо, Анна, я иду в продуктовый магазин. Нужно что-то конкретное. Джон, на самом деле, верю. Можете ли вы купить мне свежую зелень? Конечно, без проблем. Где их искать в магазине? Обычно вы найдете их в том же разделе, что и листовую зелень. Понял, в этом есть смысл. Какие травы вам нужны? Дай мне подумать. Немного базилика, розмарина и, возможно, тимьяна было бы здорово. Хорошо, базилик, розмарин и тимьян. Я обязательно возьму их с собой. Замечательно. Спасибо большое. Я очень признателен, что вы купили их для меня.
Конечно, рад помочь. Есть ли что-то еще, что вам нужно в магазине? Нет, думаю, на этом все. Травы. Это главное, что мне было нужно. Хорошо, я обязательно куплю самые красивые из них, какие только смогу найти. Ты лучший. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы получите качественные вещи. Вы это знаете. Я обязательно выберу самые свежие травы для приготовления пищи. Не могу дождаться, когда смогу попробовать их в своих рецептах. Они выведут мои блюда на новый уровень. Уверен, что так и будет. Ты такой потрясающий повар. Спасибо Джону. Я бы не смог сделать это без твоих продуктовых магазинов. В любое время я буду рад помочь, чем смогу. Для этого и нужны друзья. Совершенно верно. Я очень ценю вашу поддержку. Конечно, не упоминайте об этом. Я напишу тебе, когда буду на обратном пути. Урок 4. Знатоки кулинарии. Привет, Анна. Вы уже пробовали новое тайское заведение, которое только что открылось? Вы имеете в виду тот, где подают потрясающий пад-тай и зеленое карри? У меня есть. Ни за что. Как они себя чувствовали? Я давно хотела это проверить. Невероятно! Вкусы были настолько аутентичными и соответствуют тайской кухне. Это круто. В последнее время я жажду легальной тайской еды. Тебе пора. Пад-тай был идеально сбалансированным и очень ароматным. А зеленое карри? Я большой поклонник хорошего зеленого карри. Без сомнения, лучшее зеленое карри, которое я пробовал за пределами Таиланда. Такое сливочное и ароматное. Хорошо, вы меня продали. Я определенно скоро приеду туда. Вы не пожалеете об этом. Думаю, вы будете очень впечатлены. Не могу дождаться. Тайская еда, пожалуй, моя самая любимая кухня на все времена. Мой тоже. В этом есть что-то яркое и вкусное. Полностью согласен. Травы, специи и баланс вкусов не имеют себе равных. Именно так. На мой взгляд, это настоящий вид кулинарного искусства. Конечно. Я проголодался от одной мысли об этом. Я тоже. Нам стоит как-нибудь спланировать поездку туда вместе. Определенно, это похоже на план. Когда бы ты ни был, мне не по себе. Отлично. Тогда свидание. Мне не терпится поделиться с вами этой потрясающей тайской едой. То же самое и здесь. Все будет отлично. Я уже жду этого с нетерпением. Урок 5. Уединение на природе. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ходил в поход в горы? Нет, но это то, чем я всегда хотела заниматься. Почему? У тебя есть идея? На самом деле, верю. Как насчет хижины в горах? Это было бы прекрасно. Хижина в горах. Звучит просто мечтательно. Расскажи мне больше. Что ж,
Представьте, что вы просыпаетесь с прекрасным видом на горы и весь день отправляетесь в походы. Звучит невероятно. Мне нравится идея такого погружения в природу. Именно так. А свежий воздух, спокойствие — это был бы идеальный отдых. Я продан. Когда мы сможем спланировать это маленькое горное убежище? Как насчет этих выходных? Я могу найти для нас уютную маленькую каюту. В эти выходные. Вау, вы работаете быстро. Мне нравится спонтанность этого процесса. Ха-ха, ну я понял, почему бы и нет. Нам обоим не помешало бы отдохнуть от города. Абсолютно. Мне не терпится отключиться от сети и отключиться от шума и суеты. То же самое и здесь. Будет так приятно просто расслабиться и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Я уже представляю себе это. Костры, наблюдение за звездами, спокойные походы. Именно так. И, возможно, мы даже увидим диких животных, если повезет. Это было бы потрясающе. Мне бы очень хотелось увидеть оленя или, может быть, даже медведя. Ха-ха, будем надеяться, что это просто милые и приятные медведи. Ха-ха, да, безусловно. Я просто в восторге от одной мысли об этом. Я тоже. Это будет идеальный маленький отдых на природе. Урок 6. Закуска-сюрприз. Привет, Анна. Ты заметила хитрый шаг, который они сделали сегодня в офисе? Нет, что произошло? Должно быть, я это пропустил. Они принесли огромную тарелку хрустящих закусок на любой вкус. Звучит восхитительно. Похоже, людям понравился сюрприз. Определенно. Все были в восторге от того, насколько вкусными и сытными были закуски. Это замечательно. Мне нравится, когда такие маленькие жесты помогают объединить людей. Совершенно верно. Это мелочи, которые действительно могут изменить ситуацию. Понимаете? Полностью согласен. Удалось ли вам самим попробовать хрустящие закуски? Держу пари, что я это сделала. Они были просто божественны. Они отлично меня встретили во второй половине дня. Ах, я завидую. Посмотрим, смогу ли я найти кое-что для себя. Буду рада поделиться, если останутся остатки еды. Их было слишком вкусно хранить. Так любезно с твоей стороны. Мне придется зайти к вам за стол позже и посмотреть. Похоже на план. Уверен, что их будет достаточно, чтобы обойти стороной. Я благодарна за это. Это маленькие проявления щедрости, которые действительно меняют мир к лучшему. Не могу не согласиться с этим. Это мелочи, которые могут украсить чей-то день. Совершенно верно. Я рада, что наш офис нашел способ сделать это для всех. Я тоже. Именно поэтому я горжусь тем, что работаю здесь. Урок 7. Глобальные вкусы. Во второй половине дня. Я слышал, вы недавно попробовали новый рецепт. Звучит интересно. Ах да, я это сделала. Я приготовила блюдо из другой страны.
и оно получилось очень вкусным. Отлично. С рецептом какой страны вы решили поэкспериментировать? Я приготовила сытное карри из Индии. Смесь специй была очень ароматной. Индийская кухня очень богатая и ароматная. Почему вы выбрали именно это блюдо? Я давно хотела расширить свой кулинарный кругозор, а индийская кухня очень яркая. Могу себе представить. Какие ключевые ингредиенты вы использовали в приготовлении карри? Ну, там были куркума, тмин, кориандр, имбирь и немного порошка чили. Ух ты, похоже, вкусовой профиль вполне себе. Вы подавали его с каким-нибудь гарниром? Да, я приготовила ароматный рис басмати и прохладную райту, чтобы сбалансировать жару. МММ. Эта комбинация звучит просто божественно. Мне бы очень хотелось как-нибудь попробовать твое блюдо в индийском стиле. Я буду рада сделать это для вас. Возможно, мы могли бы вместе спланировать небольшое кулинарное приключение. Отличная идея. Я всегда готов открывать для себя новые кухни и культуры с помощью еды. Замечательно! Я обязательно куплю все аутентичные ингредиенты, чтобы вы могли по-настоящему попробовать их. Я благодарна за это. Попробовать блюда со всего мира– это очень полезный опыт. Я полностью согласен. Еда– прекрасный способ познакомиться с разными культурами. Совершенно верно. Я уже с нетерпением жду нашего кулинарного путешествия в Индию. Урок 8. Спортивные тренды. Здравствуй. Следите ли вы за последними тенденциями Олимпийских игр? Ах да, было интересно наблюдать за тем, как развивался спортивный ландшафт. Совершенно верно. Я слышал, что общее количество мероприятий значительно возросло с 1970-х годов. Верно. Олимпийские игры действительно расширились и теперь включают в себя более широкий спектр видов спорта. Приятно видеть, что игры становятся все более инклюзивными и разнообразными. Я согласен. И я заметил, что некоторые национальные спортивные программы, например, здесь, в Канаде, также выросли. Ах да, я слышала об инициативах Спорт Канада по поддержке большего числа спортсменов. Да, они вкладывают значительные средства в программы развития и инфраструктуру. Приятно это слышать. Должно быть, это действительно меняет мир к лучшему для начинающих спортсменов. Определенно. Думаю, это помогает раскрыть множество неиспользованных талантов по всей стране. Это очень важно. Воспитание нового поколения спортсменов имеет решающее значение. Совершенно верно. И дело не только в завоевании медалей, но и в пропаганде активного образа жизни. Вы совершенно правы. Истинный дух Олимпийских игр заключается в том, чтобы отпраздновать радость спорта. Именно так. Приятно видеть, как игры продолжают развиваться и вдохновлять людей. Не могу не согласиться с этим. Олимпийские игры– настоящее свидетельство силы спорта. Действительно. Мне не терпится увидеть,
что ждет олимпийское движение в будущем. Я тоже. Будет интересно наблюдать за продолжающейся трансформацией. Урок 9. Художественные занятия. Приветствую. Я слышала, что в последнее время вы открываете для себя новые творческие увлечения. Да, все верно. Помимо живописи, мне очень нравилось лепить и делать керамику. А, это прекрасно. Я могу представить себе удовольствие от работы своими руками над созданием чего-то осязаемого. Абсолютно. Это был такой приятный и успокаивающий опыт. Есть ли у вас художественные интересы? Что ж, меня всегда привлекала фотография. Есть что-то волшебное в том, чтобы запечатлеть мир через объектив. Я это вижу. Фотография — прекрасный способ выразить свою уникальную точку зрения. Действительно. А самое приятное то, что вы можете проявить творческий подход к технике и композициям. Определенно. Вы когда-нибудь пробовали экспериментировать с разным освещением или разными углами? А, все время. Я считаю, что игра с этими элементами действительно может преобразить простой снимок. Это так круто. Мне бы очень хотелось как-нибудь увидеть твои работы. Возможно, мы могли бы даже совместно работать над проектом. Мне бы это очень понравилось. Мы могли бы объединить наши художественные таланты и создать что-то действительно особенное. Это сделка. Я очень рад увидеть, что мы сможем придумать. Я тоже. Это будет потрясающее творческое путешествие. Не могу дождаться. Если вы увлечены искусством, возможности безграничны. Вы совершенно правы. Это действительно прекрасный способ выразить себя и соединиться с миром. Урок 10. Творческое сотрудничество. Добрый день. Я обдумывал наш план совместной работы над художественным проектом. Отлично. Я так взволнована. Какие идеи вы рассматриваете? Что ж, я подумала, что мы могли бы изучить некоторые методы смешанной техники. Возможно, совместите живопись, фотографию и даже небольшие скульптуры. Похоже, это может быть действительно уникально и визуально поразительно. Мне нравится идея смешивания разных видов искусства. Определенно. Думаю, это позволит нам использовать сильные стороны друг друга и создать что-то действительно уникальное. Согласен, будет очень весело. Нам придется обдумать тему или концепцию, чтобы объединить все воедино. Совершенно верно. Возможно, мы могли бы черпать вдохновение в природе или исследовать определенное эмоциональное настроение или атмосферу. Замечательные предложения. Я уже в восторге от творческого процесса и вижу, как все это складывается. Я тоже. У меня такое чувство, что это будет невероятно плодотворное сотрудничество. Не могу не согласиться с этим. Когда мы можем начать? Я готов погрузиться в игру. Как насчет этих выходных? Мы можем выделить время, чтобы по-настоящему погрузиться в проект. Звучит отлично.
Я вычеркну свой график, и мы сможем посвятить день экспериментам и творчеству. Фантастическое. Это будет настоящий взрыв. Не могу дождаться, что у нас получится. Урок 11. Увлекательная презентация. Доброе утро. Я работал над презентацией и мог бы использовать ваш творческий вклад. Замечательно. Буду рада помочь. Над какой презентацией вы работаете? Это важная встреча с клиентами, поэтому я хочу сделать ее действительно интересной и интерактивной. Понимаю, в этом есть смысл. Какие элементы вы собирались включить? Что ж, я надеялся использовать несколько анимированных слайдов и, возможно, даже несколько коротких видеоклипов. Похоже, это действительно может привлечь внимание. Какова общая тема или сообщение? Я сосредотачиваюсь на выпуске нашего последнего продукта и хочу динамично выделить ключевые функции. Отлично. Отличная идея. Рассматривали ли вы возможность привлечения аудитории? Это интересная мысль. Что вы имели в виду? Возможно, короткая викторина или практическая демонстрация, которая привлечет участников. Мне это нравится. Это действительно помогло бы заинтересовать их на протяжении всей презентации. Именно так. И вы даже можете предложить небольшой приз за лучший ответ или самого быстрого участника. Великолепно. Это будет больше похоже на событие, чем на стандартную презентацию. Совершенно верно. Не могу дождаться конечного результата. Это будет настоящий шедевр. Очень на это надеюсь. Спасибо за все ваши замечательные идеи. Это будет прекрасно. Урок 12. Изобилие продуктов. Эй, вы закончили все покупки продуктов за неделю. Пока не совсем. У меня в списке есть еще несколько товаров. Как насчет тебя? На самом деле я только что вернулась из магазина. Мне удалось все вычеркнуть из своего списка. Ух ты! Это впечатляет. Какие вещи вам нужно было забрать? Обычные подозреваемые – молоко, яйца, хлеб и несколько свежих фруктов и овощей. Ах да, самое необходимое. Вы случайно взяли с собой закуски или угощения, находясь там? Конечно, я не удержалась от того, чтобы купить пару новых протеиновых батончиков, от которых все так восхищались. Здорово. Я собирался их попробовать. Вы купили еще какие-нибудь забавные вещи? Да, я также взял несколько ядер попкорна, чтобы потом приготовить домашний попкорн. Звучит очень вкусно. Обожаю домашний попкорн. Он намного лучше. Согласовано. И я купил пару таких мини-шоколадных батончиков, чтобы немного побаловать себя после ужина. Аоа, вы действительно балуете себя. Бьюсь об заклад. Это как раз то, что вам нужно. Ха-ха, да, я решила, что заслужила небольшое удовольствие, покорив этот список покупок. Похоже, теперь у вас есть хорошо оборудованная кухня. Я немного завидую.
Ха-ха, в любое время, когда вы захотите прийти и поделиться трофеями, просто дайте мне знать. Урок 13. Друзья-гиганты. Знаете, я просто подумала, что если бы я была гигантом, не думаю, что у меня были бы друзья нормального размера. В самом деле, почему это так? Уверен, вы могли бы найти способ заставить это работать. В смысле, вдумайтесь, со всеми было бы слишком мало, чтобы с ними можно было нормально разговаривать или даже видеть. Ха-ха, хорошие замечания. Попытаться поговорить с другом размером с муравья было бы довольно сложно. Именно так. Наверное, я бы случайно раздавил их или что-то в этом роде. Не лучший способ сохранить дружбу. Ура, да, это было бы не идеально. Хотя вы, вероятно, могли бы использовать их как домашних животных или что-то в этом роде. Домашние животные. Не знаю, вам не кажется, что это немного унизительно? Я бы хотела, чтобы они были мне равны. Ты прав. Моя вина. Может, вы могли бы построить им маленький городок гигантских размеров или что-то в этом роде. Это интересная идея. Я мог бы создать целый миниатюрный город только для моих маленьких друзей. Да, и вы можете использовать свои гигантские способности, чтобы защитить их и обеспечить их. Как будто ты их супергерой. Ха-ха, мне это нравится. The Giant Guardian защищает моих маленьких друзей от бед. Именно так. Вы будете похожи на доброжелательного гигантского повелителя, управляющего нежной рукой. Доброжелательный гигантский повелитель. Мне нравится такое звучание. Намного лучше, чем случайно топать всех. Определенно лучший пиар-ход. Хотя я уверен, что среди маленьких человечков найдутся обожающие фанаты. Ха-ха, теперь я это вижу. Маленькие люди подбадривают меня, когда я шагаю по улицам. Это было бы самое сладкое и полезное блюдо на свете. Я убежден, что быть гигантом имеет свои преимущества. Знаете, я начинаю думать, что у этой идеи гигантских друзей есть реальный потенциал. Возможно, мне придется еще об этом подумать. Урок 14. Путешествие в одиночку. Итак, я подумываю о том, чтобы отправиться куда-нибудь в одиночку. Что вы об этом думаете? Путешествие в одиночку, да. Это действительно захватывающе. Куда ты собираешься пойти? Я пока не уверен, в том-то и дело. Я чувствую, что это может быть прекрасная возможность просто поехать куда захочу. Мне нравится такой спонтанный подход. Свобода просто забирать вещи и уходить очень освобождает. Именно так. Нет необходимости координировать свои действия с кем-либо или беспокоиться о чьих-либо предпочтениях. Совершенно верно. Только вы, ваш паспорт и открытая дорога. Или, знаете, открытое небо, если вы летите. Ха-ха, хорошие замечания. Хотя, должен признать, идея путешествовать в одиночку немного пугает. Я могу это понять. Поначалу одиночество может быть пугающим. Но подумайте обо всех удивительных преимуществах. Например, просветите меня, пожалуйста. Во-первых, вы будете полностью контролировать свое расписание и маршрут. Никаких компромиссов.
Звучит неплохо. Готов поспорить, что по пути я встречусь с самыми разными интересными людьми. Совершенно верно. Путешествия в одиночку часто делают вас более открытыми для общения с незнакомцами. Это правда. И мне не пришлось бы беспокоиться о чужих нуждах или желаниях, только о своих собственных. Именно так. Это лучший способ ухода за собой и самопознания. Вы многое узнаете о себе. Знаете, чем больше я об этом думаю, тем больше меня восхищает эта идея. Я рада. Путешествие в одиночку может быть невероятно полезным опытом. Вы будете в восторге. Что ж, думаю, мне лучше начать планировать. Какие-нибудь советы о том, куда мне пойти в первую очередь? Урок 15. Печально известные судебные процессы. Привет, Анна. Вы слышали о судебном процессе по делу об убийстве О.Джея Симпсона? Что вы думаете обо всем этом деле? Судебный процесс над О.Джеем Симпсоном. Это было такое безумное и противоречивое дело, не так ли? До сих пор не могу поверить, что его оправдали. Знаю, верно. Казалось, что против него были такие веские улики, но защите удалось создать множество разумных сомнений. Совершенно верно. Они действительно разработали впечатляющую юридическую стратегию, даже если для этого потребовалось немного искажать факты. Да, фраза «если это не подходит», вы должны оправдать. Его адвоката была довольно блестящей, хотя и натянутой. Определенно незабываемая реплика. Казалось, что весь ракурс, который они разыграли на гоночных картах, действительно повлиял на жюри. Определенно. Как будто защита превратила судебное разбирательство скорее в общественно-политическое заявление, чем в прямое дело об убийстве. Именно так. Это стало настоящим цирком в средствах массовой информации, где мнения общественности о том, виновен или невиновен О.Джей, разделились во мнениях. Полностью. И даже сейчас, спустя годы, люди все еще спорят о том, действительно ли справедливость по этому делу восторжествовала. Именно так. Это одно из тех испытаний, которое всегда будет окутано спорами и неопределенностью. Совершенно верно. Я имею в виду, что доказательства казались ужасающими, но защита была настолько искусна, что развеять эти разумные сомнения. Серьезно. Это прекрасный пример того, как судебная система не всегда дает результаты, соответствующие реальным фактам. Да, иногда это действительно заставляет задуматься о надежности судебной системы, не так ли? Это действительно так. Судебный процесс по делу О.Джея только что показал, насколько сложными и тонкими могут быть подобные дела. Несомненно, это хороший урок. Не всегда принимать все за чистую монету, даже если доказательства кажутся очевидными. Совершенно верно. Это увлекательный пример использования убедительной риторики и юридического маневрирования. Не могу не согласиться с этим. Это просто одно из тех испытаний, которые навсегда останутся в нашем коллективном сознании. Урок 16. Музыкальные размышления. Утро. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте? Знаете, мне всегда было интересно, но все кажется таким сложным. Не знаю, хватит ли у меня терпения. Да ладно. Думаю, у тебя это отлично получится.
Какой инструмент тебе было интересно попробовать? Мне всегда нравилось звучание фортепиано. Но я слышал, что на то, чтобы по-настоящему овладеть навыками, уходят годы. Верно, но даже базовые знания могут быть действительно полезными. И это такой универсальный инструмент. Не знаю. Мои пальцы настолько неуклюжи, что мне кажется, что я расстроюсь и сдамся. Нет, вам просто нужен подходящий учитель и немного преданности делу. Бьюсь об заклад, вы освоите его быстрее, чем думаете. Возможно. Но что, если я даже не умею читать музыку? Разве это не обязательное условие для игры на пианино? Совсем нет. Существует множество способов обучения, даже если традиционная нотная грамота не является вашей сильной стороной. Правда. Например, что? Мне было бы интересно узнать больше об альтернативных подходах. Что ж, вы можете начать с изучения аккордов и игры на слух. Или даже попробуйте приложение, которое научит вас визуально. Звучит немного доступнее. Возможно, я займусь этим немного подробнее. Это может быть интересно. Абсолютно. И подумайте обо всей прекрасной музыке, которую вы могли бы создать. Мне бы очень хотелось когда-нибудь послушать твою игру. Ха-ха, посмотрим. Но я благодарю вас за то, что вы меня поддержали. Мне хочется хотя бы попробовать. В этом и заключается дух. У меня такое чувство, что ты удивишь себя тем, как быстро ты прогрессируешь. Хорошо, вы меня убедили. Я собираюсь заняться уроками игры на фортепиано. Кто знает, может быть, я стану естественным человеком. Бьюсь об заклад. Так и сделаешь. Не могу дождаться, когда услышу ваш первый концерт. Я буду твоим фанатом номер один. Урок 17. Чудеса выходных. Привет, Анна. У тебя есть интересные планы на выходные? Не совсем. На самом деле я надеялся немного расслабиться. Как насчет тебя? Что ж, я собирался отправиться в небольшой поход в субботу. Возможно, это отличный способ расслабиться. Походы в горы звучат прекрасно. Я уже много лет не бывал в хороших походах. Куда ты собирался пойти? Недалеко от города есть очень красивая тропа. Великолепные виды и не слишком напряженные. Звучит замечательно. Мне не помешало бы подышать свежим воздухом и полюбоваться живописными видами. Не возражаете, если я соглашусь? Совсем нет. Я надеялся, что ты так скажешь. Всегда веселее исследовать природу с другом. Определенно. Мне придется выкопать походные ботинки, но я в порядке. Во сколько ты собирался поехать? Как насчет того, чтобы начать съемки пораньше, около 9 утра? Так мы сможем обойти толпу и по-настоящему погрузиться в атмосферу. Звучит отлично. Я обязательно возьму с собой закуски и воду. Не могу пойти в поход натощак. Отличный звонок. И, возможно, мы сможем найти хорошее место для пикника на полпути. Пикник на природе. Нет ничего лучше этого. Я уже в восторге. Я тоже. Это будет такой освежающий способ провести выходные.
Не могу дождаться. Я тоже не могу. Спасибо, что пригласили меня. Выходные будут хорошо потрачены. Совершенно верно. Я рад, что мы пришли к единому мнению. Это будет идеальное приключение на свежем воздухе. Урок 18. Летние брызги. Доброе утро. Знаете, чего я так хотела в эти жаркие летние дни? Думаю, вас что-то охладит. Может, мороженое или купание в бассейне? Именно так. На самом деле, я подумала, что сейчас было бы идеально прыгнуть в холодный бассейн. Звучит невероятно освежающе. Могу себе представить, какое облегчение приносит эта прохладная вода. Определенно. Мысль о том, чтобы спастись от жары и прыгнуть в красивый бассейн, очень заманчива. Я там с вами. Вечеринка у бассейна кажется идеальным способом побороть летнюю жару. Определенно. Нам нужно что-то организовать. Соберите группу друзей на день у бассейна. Мне нравится эта идея. Мы могли бы устроить пикник, послушать музыку и провести целый день, плескаясь. Именно так. А потом мы все могли бы пойти выпить ледяного лимонада или смузи. Да, пожалуйста. Похоже, это идеальный летний день. Мне не терпится только об этом подумать. Я тоже. Придется начать планирование. Я посмотрю, у кого есть свободное место, и мы сможем выбрать дату. Звучит неплохо для меня. Я начну придумывать меню для нашего пикника у бассейна. Отлично. Будет очень весело. Не могу дождаться, когда смогу нырнуть и освежиться. То же самое и здесь. Вечеринка у бассейна — это именно то, что нам нужно, чтобы максимально использовать летнюю жару. Совершенно верно. Это будет круто. Я уже отсчитываю дни. Урок 19. Увлечение фитнесом. Я заметила, что в последнее время ты выглядишь очень подтянутой. В чем твой секрет? Что ж, в последнее время я делаю фитнес настоящим приоритетом в своей жизни. Это изменило правила игры. Это круто. У вас есть определенный режим тренировок, которого вы придерживаетесь, или вы все путаете? На самом деле, и то, и другое понемногу. У меня есть базовый набор упражнений, которые я регулярно выполняю, но мне также нравится менять режим работы. Звучит как разумный подход. Разнообразие– ключ к тому, чтобы тренировки оставались интересными, верно? Именно так. Я считаю, что изменение упражнений, интенсивности и даже местоположения действительно помогает мотивировать меня. В этом есть большой смысл. Итак, какими тренировками вы обычно занимаетесь? Мне бы очень хотелось почерпнуть идеи. Всего понемногу. Силовые тренировки, кардиотренировки, йога, что угодно. Я стараюсь задействовать все основные группы мышц. Вау, это впечатляет. Я сам собирался вернуться к более регулярным занятиям фитнесом. Что ж,
Я с радостью поделюсь некоторыми из моих любимых упражнений и советов, если вам интересно. В конце концов, фитнес — это путешествие. Буду очень признателен. Мне не помешала бы любая помощь, чтобы вернуться в нужное русло. Замечательно. Мы можем обмениваться идеями по тренировкам и мотивировать друг друга. Заниматься фитнесом намного веселее с партнером. Вы все правильно поняли. Это будет отлично. Я просто взволнован от одной мысли об этом. Урок 20. Художественные приключения. Я слышала, что в последнее время ты занимаешься искусством. Это так круто. Готов поспорить. Я обнаружил, что искусство — это прекрасная форма самовыражения. Это круто. Какое искусство вы изучали? Хотелось бы услышать больше. Что ж, я занимаюсь всем понемногу. Рисованием эскизов и даже керамикой. Ух ты, керамика. Похоже, это было бы очень лечебно и расслабляюще. Абсолютно. Процесс формования глины очень успокаивающий и медитативный. Могу себе представить. Создавать что-то осязаемое своими руками должно быть очень приятно. Это действительно так. И самое приятное в том, что не нужно быть совершенным. Все дело в путешествии. Мне нравится такой образ мышления. Искусство должно приносить радость творчества, а не быть совершенством. Именно так. И для меня это было отличным выходом, понимаете? Помогает мне снять стресс. Это просто фантастика. Я собирался сам заняться некоторыми художественными увлечениями. Вам обязательно стоит попробовать. Если вам интересно, я с удовольствием покажу вам некоторые основы. Буду очень признателен. Думаю, для меня это может изменить правила игры. Замечательно. Мы можем устроить веселое творческое свидание и вместе проявить творческий подход. Это будет круто. Я в восторге. Мне не терпится раскрыть свой внутренний художник. Это именно то, что мне нужно. Урок 21. Вечерняя дискуссия. Привет, Анна. У меня есть идея. Пойдем сегодня вечером и повеселимся. Да ладно. Я с нетерпением ждала возможности просто побыть дома и расслабиться. Да ладно. Будет отлично. Мы можем попробовать новый ресторан в центре города. Не знаю. У меня был долгий день, и я просто хочу зарядиться энергией дома. Что ж, мне лучше не выкручивать тебе руку. Если вы действительно хотите остаться дома, думаю, я тоже останусь дома. Не будьте такими. Я не хочу, чтобы вы пропустили веселый вечер. Знаю, но я не хочу идти одна. Когда мы вместе, веселее. Вы делаете хорошие замечания. Хорошо, давайте пойдем на компромисс. Как насчет того, чтобы немного погулять? Да, я знал, что смогу тебя убедить. Обещаю, это будет круто. Хорошо, хорошо. Но давайте оставим это в тайне, ладно? Я не готов к безумной ночи.
Сделка. Мы успокоимся и просто насладимся обществом друг друга. Звучит хорошо. Звучит отлично. Хорошо, давайте начнем, прежде чем я снова передумаю. Ха-ха, вы поняли. Это будет идеальный вечер. Я это чувствую. Очень на это надеюсь. А теперь давайте переедем, прежде чем я все-таки решу остаться дома. Клянусь, вы не пожалеете об этом. Давайте сделаем это.